Лабораторная работа номер 1. Тема этой работы – построение примитивов. Вот вы видите здесь справа сама лабораторная работа и что мы там должны за период лабораторной работы сделать. Первое – это настроить чертеж, то есть создать необходимую основную надпись, задать стили текста, размеров и создать шаблон. Вот это первая задача. После этого с помощью этого шаблона построить примитивы. Для этого вот командой линия воспользоваться, построить многоугольник по указанным размерам, многоугольники вписанные в окружность, описанные, овалы, окружность касательную, командой spline построить спираль. Дальше построить линии, кольцо, многоугольник и архитектурные обломы. Вот это все есть объем работы номер 1, который необходимо сделать за одну пару. Ну а теперь давайте приступим к самой работе. Первый этап, что мы начнем, это необходимо сделать шаблон, подготовить шаблон. Он нужен для чего? Для того, чтобы мы могли пользоваться этим шаблоном и каждый раз не настраивать стили текста, стили размеров, слои не создавать каждый раз, а не создавать каждый раз, например, лист формата А3 с основной надписью. Все это мы сделаем один раз и такой шаблон сохраним и дальше будем им пользоваться. Первое, что необходимо сделать, что мы сейчас рассмотрим, это создание стиля аннотаций. Аннотации вкладочка вот здесь находится. Нажимаем на вкладочку и на панельке текст справа есть кнопочка «Стиль текста». Вот здесь мы это нажимаем и создадим. У нас здесь по умолчанию есть стиль стандарт, там у него шрифт какой-то есть назначен. Значит, мы создадим свой, и свой на основе стандарта ГОСТ. Значит, первое, что мы должны сделать, мы должны создать новый стиль. Значит, и назовем мы его так. Ну, можно его называть как угодно, но желательно так, чтобы потом кто-то, если воспользуется вашим шаблоном, мог понять то, что вы там обозначили. Я обозначаю их так, например, 2.5. Обратите внимание, что не запятую ставлю, а точку, да, точку обязательно. И это будет стиль. 2.5 это я подразумеваю, что это будет стиль у меня ГОСТ, да, или ISO Kuper, да, такой тип шрифта, если ГОСТа нет. И вот этот стиль, это есть 2,5 мм высота текста. Назвал его. И теперь здесь нужно выбрать этот шрифт. Вот видите, у меня есть здесь 2,5, он появился. И еще здесь шрифт. И еще. Значит, если есть ГОСТ, вот смотрим, ГОСТ. Ну, здесь может быть. В принципе, можно этот шрифт поставить. Может быть, здесь вот такой шрифт GOST Common. И еще может быть вот здесь, если его ничего нет, вот он есть еще шрифт, который подходит, да, приблизительно подходит под ГОСТ. Ну, у меня вот есть, например, GOST Common, вот я его и выбираю. Вот этот шрифт, высота, поставлю 2.5 мм. Применить, ну, можно закрыть, но мне нужен еще другой, да, стиль с разной высотой шрифта. Поэтому я нажимаю новый. Этот стиль я назову 3.5. Окей. И здесь единственное поменяю высоту на 3.5. Применить. Дальше новый стиль, назову его 5. Опять окей. Назвал и высоту здесь поставлю 5. Применить. Опять новый
стиль 7. Окей. Высоту поставлю 7. Применить. Стиль новый. Назову его 10. Этот стиль. Дальше. Окей. Здесь ставлю 10. Применить. И все. Достаточно. Закрыть. Теперь давайте посмотрим, что у нас будет получаться, когда мы будем писать. Ну, допустим, многострочный. Вот так. И пишем 1, 2, 3. Написали. Да. Теперь, смотрите, у меня здесь стоит тип стиля 10. Я поменяю его, поставлю, ну, там 5, допустим. И опять напишу текст многострочный. 1, 2, 3. Видите, другой шрифт. Я поставлю 2 и 5. Опять же напишу текст однострочный, допустим. Так, и напишу 1, 2, 3. Вот видите, я могу писать текст тем стилем, который я задал. Все, это один раз мы сделали, и это будет у нас навсегда. Второе, что мы должны сделать, это мы должны задать параметры размеров. И опять же на вкладочке аннотации у нас здесь есть размеры. И здесь есть стрелочка размерные стили. Стиль. И вот открывается диспетчер размерных стилей. Тоже по умолчанию есть такой стиль ISO 25. Ну, мы потом посмотрим, мы сейчас будем делать и заодно посмотрим, что подразумевает под собой этот стиль. И образец этого стиля, вот видите, здесь справа у нас показан. То есть, видите, здесь размер с точностью до сотой. Здесь показано, что размерное число ставится над линией. Ну, то есть, все, радиус обозначается вот таким вот образом. То есть, все показано, как будет отображаться размер. Но нас это не устраивает. Мы создадим два типа стилей. Один для обозначения машиностроительных чертежей, а второй для обозначения чертежей строительных. Сразу универсально, чтобы у нас был. И создадим стиль новый. Значит, мы его так назовем, чтобы нам было понятно потом в дальнейшем. Ну, я для себя так называю, вы можете назвать его и по-другому. Я его М называю, это будет стиль машиностроительный. И у него будет 2.5, это 2.5. Дальше X1. Это означает, что стиль будет со стрелочками. Буквы будут 2 и 5. И будет у нас масштаб его 1. Теперь выбираю далее. И теперь я должен назначить. Что я должен назначить? Ну, символы из линии здесь назначать нечего. Здесь все хорошо у нас идет. Обратите внимание, отступ, это значит расстояние, на котором будет у нас находиться цифры по отношению к размерной линии. Дальше символы и стрелки. Закрашенная, замкнутая будет стоять. Ну, здесь все у нас подходит. Дальше текст. Значит, текстовой стиль. Вот здесь надо поставить. Стиль у нас будет доступный. И вот смотрите, вот это те стили, которые мы с вами создали. Я выбираю 2.5. 2.5. Дальше размещение так и оставим. Все. Поставим основные единицы. Основные единицы. Вот здесь поставим точность 0. Чтобы были единицы целые. Ну, может быть, еще можно сделать вот здесь, где текст, поставить, чтобы было согласно ISO. На что это влияет? Посмотрите внимание на радиус. Согласно ISO. Вот он есть такой, да, будет так писаться. Вот и все, да, окей.
Значит, мы такой стиль создали. Значит, первый стиль у нас называется M2.5 X1. Теперь, мы еще создадим стиль новый. Это будет у нас не копия, да, это будет у нас стиль M2.5 умножить на 10. Далее, на основе вот этого, что мы делали, первый стиль. Далее, и вот смотрите, мы здесь поменяем одну единственную вещь. Основные единицы поставим масштаб 10. Окей. Дальше, и еще, тут можно, конечно, предусмотреть заранее много-много разных стилей, с масштабом разным, то есть может масштаб 10, 5, 100, наверное, это нет смысла это делать, да, потому что сколько предусмотреть, какие тут машиностроительные стили понадобятся, нам, будет сложно. Давайте еще один создадим, новый. Его будет копия вот этого. И здесь отличие наше будет то, что масштаб у него будет 100. Далее и здесь поставим 100. Окей. Что это значит, то мы потом с вами посмотрим. Теперь давайте создадим стиль с размером, такие же стили, с размером шрифта 3,5. Новый. Значит, он у нас будет так называться M, будет 3,5 и 1. Значит, так, далее. Значит, мы здесь, надо не забыть, поставить здесь масштаб 1 и поставить текст. Вот здесь стиль выбрать 3,5. Все, окей. Теперь точно так же еще сделаем новый. Это будет не копия, а 3,5, 10. Далее поменяем масштаб. Основные единицы 10. Окей. Дальше новый. Это будет не копия. И будет это 100. Далее. Тут поставим 100. Окей. Все. Этого пока достаточно. Я думаю, вполне достаточно. И мы сейчас создадим еще несколько стилей. Таких со шрифтом 3,5, но которые называться будут строительными у нас чертежами. Давайте мы его создадим. Новый. Обозначим его не копия, а это будет у нас S. Будет 3,5 и масштаб 1. Далее. Теперь все стрелки поменяем на двойная засечка. Здесь и здесь. Текст 3,5 остается. Основные единицы у нас 1. Окей. Так, видите, создали. Теперь создадим опять новый. Здесь поставим не копия, а только разница в чем? 10. Далее. И мы масштаб здесь поставим 10. Окей. Новый. Опять же не копия. Здесь поставим 100. Далее. И поменяем масштаб на 100. Поменяли. Окей. Точно так же. Можно создать еще много-много разных стилей. Я обычно что делаю? Создаю такие, которые чаще нам могут понадобиться. Вот для строительных чертежей нам вот этих достаточно. И, как правило, шрифтом 3,5. Если нам нужно будет что-то эксклюзивное сделать, то мы тогда, соответственно, можем создать свой стиль. Предусмотреть все в шаблоне невозможно.
Ну а теперь давайте посмотрим, что нам эти стили дают. Но для этого построим, например, прямоугольник и поставим ему разные размеры. Выберем аннотации. И вот смотрите, вот стоит у нас стиль. Ну, начнем мы со стилей, вот видите, которые мы создавали. Поставим стиль 2,5, 1 поставим. Берем размер линейный, начало, конец. И вот наш размер. 8 миллиметров. А дальше поменяем стиль. Возьмем там, ну, другой, например, 2,5, 10. Опять же берем размер, меряем здесь. Раз, видите, 84 миллиметра. И вот обратите внимание, там 8, а там 84. Ну, понятно, стиль-то мы взяли другой. Но почему там стало 84? Так оно и было 84. То есть реальный размер вот этого прямоугольничка 8,4 миллиметра. Но когда мы округляли до целого, то это было 8. Когда мы округляем, уже мы ставим здесь, пишем, меряем 8, пишем в 10 раз больше. Это если мы бы уменьшили вот эту фигуру в 10 раз. Теперь смотрите, мы еще возьмем 100, там мы можем еще обнаружить интересные вещи. Вот, например, возьмем вот так. И опять измерим это расстояние. И вот смотрите, вот там оказывается, да, 835, да, вот видите. То есть мы в зависимости от того, какой масштаб применяем, то здесь число может отличаться в зависимости от округления. Значит, если мы поставим стиль, например, строительный у нас, есть стиль 3,5,1 поставим и будем измерять. Вот что мы получим. Вот, пожалуйста, 7. Поменяем здесь стиль строительный, 10, например. Опять же измерим здесь. И получим вот такую картину, да, такую. Ну и точно так же можно поменять стиль вот здесь. Поставить не 10, а 100. Вот она 100. Ставим. Измеряем. И вот получаем размер, да, вот он 100, да. Почему он так стоит? Потому что он сюда не помещается, да, не помещается. Вот мы это все сделали. Теперь выделили, удалили. Теперь осталось еще сделать, настроить нам слои. Переходим на вкладочку «Главное». Нажимаем вот здесь свойства слоя. И смотрите, вот у нас по умолчанию здесь есть два слоя. Вот он основной. Так, и вот здесь есть слой Def Points. Это слой для размеров, его удалять нельзя, да, он всегда остается. А остальное мы можем создать. Да, вот давайте мы вот этот слой тоже исправить не можем, мы можем создать. Создаем слой, называем, я его обычно называю так, основной. И назначаем цвет черный, тип линии сплошная, вес линии вот здесь выбираю. И ставить для него целесообразно, ну, макс 4 или 5, да. Я поставлю 0,4, так будет оно выглядеть лучше. Ну, смотрите, вы можете сказать, что, например, для листа формата А3 это должен быть слой, толщина линии должна быть на этом слое 0,8 миллиметра. Ну, она будет, если 0,8, то когда будет при печати выводиться, она будет сильно толстая. Ну, вы потом посмотрите, и в любой момент вы можете добавить или поменять. Да. Ну, давайте поставим 0,4. Так, создадим еще слой. Назовем его тонкий. Он отличается тем, что у него толщина слоя разная. Ну, 0,25 обычно. Я оставлю так. Опять слой. Назовем его штрих.
и толщину слоя оставим тоже, или можно ее сделать, вот смотрите, 0,30, да, так будет лучше. И тип линии поменять, но его здесь нет, надо его загрузить. И вот смотрите, штриховая выбрать, окей, и вот здесь его назначить. Окей, вот он стал другой. Еще создаем слой осевой, назовем его так. Он отличается, толщина у него 0,25, а тип линии надо тоже поменять. И обратите внимание, что брать нужно длинные короткие штрихи. Вот он здесь находится. Это ISO 08 W100. Вот его я выбираю. Окей. Здесь его выбираю. Окей. Вот он назначился. Ну и обычно я создаю еще один слой. Называю его так. Построение. Это для линии построения. Ему меняю цвет, ставлю красным. Окей. Тип линии выбираю сплошной. Окей. Ну и толщина у него остается 0,25. Как правило, вот этих слоев достаточно для того, чтобы можно было построить. Увлекаться построением, созданием множества разных слоев для разных, допустим, элементов, чертить в разных слоях можно, но не очень хорошо, поскольку тогда большие шансы на то, что мы при печати забудем что-то отключить или наоборот лишнее что-то включим, напечатается не то, что хотелось бы, то с ними, мне кажется, сложнее работать. Но это то же самое еще на любителя. Но для шаблона вот этого достаточно. Мы потом в чертеже, если нам понадобится, мы всегда можем какой-то слой еще добавить. Затем закрываем, все готово. Ну, подготовка проведена. И в принципе можно было бы сохранить шаблон уже в таком виде. Но нам еще целесообразно сделать, сразу подготовить еще лист с определенным форматом. Мы будем пользоваться форматом А3, и поэтому мы еще подготовим такой лист. Ну, об этом уже в другой раз.